Привет-привет! Уже спешу к вам с гороскопами на июль. Июль у нас собирается быть жарким, наверное, в прямом и переносном смысле. Там у нас грядут важные астрологические события, которые действительно способны как-то повлиять на жизнь каждого человека. Пройду мимо сегодня быстрых транзитов, в общем-то не буду на них заострять внимание, но расскажу о том, что действительно важно. Не забудьте подписаться, конечно же, поставить ваш лайк, комментарий. Я всегда очень ценю и очень рада обратной связи. Не устаю вам об этом говорить. Ну и поехали! Овны, месяц начинается у нас астрологически с 3 июля, с полнолуния. Полнолуние, я всегда это говорю, что это завершение цикла, какой-то результат, что-то у нас тянулось, и вот ясность, вот у нас какой-то результат какой-то деятельности, процесса, каких-то эмоций. И полнолуние у вас будет в 10-м доме гороскопа. 10-й дом у нас, конечно же, про карьеру, про статус, про репутацию, про какое-то положение в социуме, когда мы кто-то в глазах общества, да. И здесь могут быть разные события в зависимости от контекста вашей жизни. Это может быть как повышение, как смена работы, как высвечивание какой-то ситуации, допустим, я не знаю, были какие-то слухи, интриги вокруг вашей личности, вокруг вашей репутации на работе, в коллективе, и вот вы поймете, например, откуда растут ноги, и кто же вообще зачинщик этой всей ситуации. Может, вы просто решите поменять работу. Здесь также еще, поскольку у нас 10-й дом про статус, это может быть статус буквально выйдете замуж, женитесь, ну или же разведетесь, станете родителями, потому что в глазах общества, да, в социальном каком-то поле это тоже смена положения, что теперь вы не одиночка, теперь вы замужний или женатый человек, или теперь вы родитель, теперь вы мама или папа. Такие ситуации здесь тоже возможны. А вот 17 июля опять у нас новолуние. Новолуние это вопреки тому, что полнолуние у нас завершение цикла, новолуние это у нас начало цикла, когда мы что-то можем планировать, загадывать, начинать. Жизнь может давать какие-то нам возможности, что-то заново сделать, да, что-то вот запустить. Здесь у вас 4-й дом, Овны. 4-й дом это у нас, конечно же, все про недвижимость, про родителей, про родину, аренда, покупка, продажа, оформление недвижимости, родители, поездка к ним, их какие-то дела. Здесь может быть что-то новое, допустим, вы, может быть, решите взять квартиру, да, купите квартиру или начнете оформление, найдете новых жильцов к себе, да, на аренду, либо вы смените квартиру и переедете в другую, побольше, получше. То есть здесь какие-то могут быть такие движения по теме недвижимости. А вот что самое важное и имеет длинную тенденцию в июле, это у нас положение смены кармических узлов. Тут надо напомнить, что у меня было видео про кармические узлы в принципе, и насколько это важная вообще штука в любой натальной карте. По большому счету, кармические узлы – это наша задача на эту жизнь. Это наш опыт предыдущих воплощений жизни, то, что нам хорошо знакомо, это у нас южный Кету или южный узел, Кету по-разному называют, а Раху это северный узел у нас, это то, что нам предстоит выучить в этой жизни, урок, который нам нужно познать, постигнуть, освоить в этой жизни. И вот, собственно, вот эти вот самые узлы, это всегда, знаете, такой в прогностике предвестник каких-то важных, буквально кармических, судьбоносных событий. Так вот, Овны, особенно для вас, 18 июля кармические узлы переходят в ваш знак и, конечно, скорее всего, принесут вам изменения в жизнь. Помните об одном, что изменения на кармических узлах, вообще события, как правило, это такая, знаете, действительно судьбоносная штука, от которой не спрятаться, не скрыться, уроки, которые нужно пройти, уроки, которые нужно принять, вынести из них максимум для себя, вырасти на этих уроках и пойти дальше. Так вот, здесь у нас Раху, северный узел, как раз войдет в ваш знак, и будет это с 18 июля по 12 января 2020
2025 года, то есть 1,5 года, и похожее положение уже у нас было в 2005-2006 годах. Вот здесь вот можно проанализировать, что у вас тогда происходило, что тогда было, что такого интересного, судьбоносного случилось, что поменяло в корне вашу жизнь. И можно сопоставить, да, масштаб событий, которые могут быть и в этот раз. И, конечно, здесь, по сути, если Раху пришел в ваш знак, это как бы символически первый дом, да, это все, что касается меня. Я личность, я как человек. Здесь может быть затронута любая сфера вашей жизни, но прежде всего такое, знаете, самоосознание, самоидентификация, кто я, зачем я, куда я иду, правильно ли я живу жизнь, в том ли месте я работаю, с тем ли человеком я живу, тем ли я занимаюсь, чем мне хочется, правильно ли это все, правильно, те ли у меня ценности, о которых я раньше мечтал, да, те ли у меня результаты. Здесь может быть много вопросов, но и много ответов, которые многие овны могут для себя найти, познать, открыть. Поэтому период будет интересным. Старайтесь наблюдать, принимать события, которые будут, может быть, не совсем ожидаемо приходить в вашу жизнь и пытаться вас чему-то научить. Еще одно интересное, важное событие. Венера у нас планета красоты, планета отношений, отношения к отношениям и финансам, планета нашего выбора, в принципе, внешности в том числе, то есть как мы относимся к зарабатыванию денег, как мы относимся к построению отношений, к каким-то внешним атрибутам. Такое планета всего прекрасного во многом тоже. С 23 июля по 4 сентября она у нас ретроградит. На самом деле тут стоит отметить, что ретроградность чувствуется уже сильно заранее, и не ровно с 23 числа, когда у нас там градус в градус, да, а заранее, в принципе, уже весь июль мы можем чувствовать замедление в процессах там, где у нас стоит Венера сейчас, да, ретроградная. Так вот, у овнов это у нас 5-й дом, и здесь, в общем, для всех рекомендация по ретроградной Венере до 4 сентября. Пожалуйста, старайтесь не делать какие-то операбельные вещи, особенно касаемые вашей внешности, красоты. Если вы что-то мечтали там улучшить себе, да, подрезать, я не знаю, нос, грудь, уши, какие-то вещи, которые требуют такого, знаете, операбельного вмешательства и влияют на вашу внешность. Лучше не надо, лучше отложите до второй половины сентября, например, если это не очень срочно. Уколы красоты тоже желательно лучше не делать. Конечно, все простые манипуляции, типа маникюр, педикюр, стрижки, безусловно, можно все делать, нужно все делать, но какие-то более серьезные штуки лучше на потом. Еще такой нюанс. Лучше не регистрировать брак, то есть хорошо, да, можно сделать свадьбу как торжество, но регистрация брака тоже по-хорошему, если вам удастся отложить это, прекрасно, лучше отложите на вторую половину сентября, еще тепло, еще хорошо, можно зарегистрироваться и потом. Потому что у нас здесь тоже тема отношений, ретроградность, немножко такие, знаете, застоявшиеся энергии. Что касаемо 5-го дома у вас, овны, это, конечно, здесь могут быть либо зависания, промедления, возвраты какие-то к прошлым делам по темам детей, любовных отношений, любовников, любовниц, треугольников любовных, дети в том числе. Может, вы хотели, например, отдать ребенка с сентября, сейчас у нас летние каникулы, да, в новую школу, и уже все вроде бы решили, а вам говорят: нет, мы вас там не можем взять, потому что у вас там 3 бумаги еще не дописано, не оформлено, и вот у вас немножко, да, как бы замедляется процесс, вы немножко в подвешенном состоянии. Вот такие здесь вещи могут быть. По отношениям также кто-то может возвращаться из прошлого, ваши прошлые страсти, прошлые отношения, пытаться вам там что-то доказать, рассказать, может быть, вас вернуть, выяснить отношения какие-то, влезть в вашу новую жизнь. Ну, то есть вот такие ситуации здесь возможны. Темы онлайн-бизнеса, темы бизнеса, основанные на вашей личности, типа блогерства, да, там, когда вы ведете канал,
YouTube, еще что-то. Когда вы лицо вообще компании и бизнеса, здесь тоже могут быть какие-то промедления, творчество, которое вы монетизировали, тоже может вас туда-сюда жизнь заставлять возвращаться. Отдых, отпуск, может, вы собирались, планировали уже поехать, уже точно решили, что едем туда, вот тогда-то, в эти даты, и тут вам раз говорят нет, там, отмена рейса, например, да, и вы не можете там поехать, или номер, который вы рассчитывали получить в отеле, и вы его забронировали по каким-то обстоятельствам, вам не дают и говорят, слушайте, извините, у нас вот другой есть номер для вас, чуточку хуже, например. Ну, то есть какие-то ситуации вот по темам пятого дома здесь у овнов могут происходить. Наблюдайте, смотрите. Вот такие вот тенденции у вас, овны, на июль месяц. Желаю вам в любом случае провести его максимально ярко, гармонично, по-летнему, все как вы любите. И до нового видео. Пока-пока.